Всем привет! Сегодня впервые предлагаю ролик в рассинхрон между картинкой и голосом. Кому нужно, и так посмотрят и все поймут, и без моих комментариев. А я расскажу, как пришел к тому, чтобы записать этот полет. Никогда не думал, что полечу на Нео вдаль, потому что этот дрон был куплен совершенно для других целей. Он весит всего 135 грамм и для дальних полетов абсолютно не подходит. Но заметил, что в сообществе дроноводов периодически возникал вопрос, на какую дистанцию способен улететь Нео с возвратом. Лично я на этом дроне летаю только в акрорежиме, но при этом хочу констатировать, что по связи он не хуже не только Ават, но и своих старших собратьев, включая Air и Mavic. Тут к нему нет никаких вопросов, если включить FCC и 5,8 ГГц. Есть несколько способов включения FCC на Neo, как для тех, кто использует очки, так и тем, кто летает с обычными пультами N2, N3 и RC2. Все эти методы размещены в нашем телеграм-канале, ссылку на который я оставлю в описании ролика и в первом закрепленном комментарии. А также вы можете увидеть ссылку на экране во время просмотра ролика. Что же касается самого полета вдаль на DJI Neo, то на этом дроне все упирается в батарейку и погодные условия. Например, даже небольшой ветер уже существенно понизит возможности Neo, но повторюсь, ему это и не нужно. Однако почти все западные блогеры зачем-то провели такие тесты, и качество этих тестов, откровенно говоря, я бы смог охарактеризовать только одной фразой – курам насмех, потому что то возврат они делают с остатком 20% батареи, то не долетают обратно. В общем, это стало вторым поводом для того, чтобы показать, как это делается правильно и расставить точки над «и» в этом вопросе. Скажу сразу, Neo при разряде батареи до 10% можно удерживать в полете и набирать высоту левым стиком, и даже некоторое время управлять после 0% и ниже 3 вольт падения напряжения на ячейках батареи. Конечно, маневренность дрона будет снижена, но не критично. Как вы видите, я развернул дрон на расстоянии 3 километра. Оно является максимальным, возврат с которого будет осуществлен при минимальном остатке батареи. И это будет и ориентиром в качестве максимальных разумных возможностей для Neo. В этом полете я использовал режим спорт со скоростью 8 метров в секунду. Именно этот режим, согласно инструкции DJI, является самым эффективным для дальних полетов на Neo. И если кому-то интересно, то для полетов на максимальное время на Neo необходимо летать со скоростью от 0 до 2 метров в секунду. Также по заявлению DJI максимальный ветер, с которым способен бороться Neo, составляет 8 метров в секунду. Это 4-й уровень по какой-то там шкале, что на 1 единицу ниже, чем у моделей серии Mini и Air. В моем случае ветер около 3-4 метров в секунду попутный, в чем я мог убедиться после разворота по компасу. Кстати, если кто не знал, то в режиме акро дрон способен развивать скорость до 16 метров в секунду, что говорит о приличном запасе его силовой установки. Я заметил, что на 300-й прошивке дрона, которая сейчас установлена, прогноз по остатку батареи и времени полета работает как-то корявенько. Возможно, это исправят на 400-й прошивке, но сейчас это выглядит достаточно плохо. Если кто-то уже летал на 400-й прошивке, напишите, правильно ли выглядит прогноз по остаточному времени полета. А у меня сейчас прогноз выглядит следующим образом. Остаточное расстояние до домашней точки составляет около километра, а прогноз времени полета при остатке заряда в 20% составляет 1,5 минуты. При этом на ячейках аккумулятора остаток напряжения составляет 3,3 вольта и сброс мощности силовой установки пока не наблюдается. На экран выводится сообщение о критически низком уровне заряда батареи, а при 8% остатка активирован обратный отсчет до принудительной посадки, которую мне предстоит выполнить вручную, так как управление все еще доступно. Дрон при этом ругается, что поверхность в виде автомобиля не подходит для посадки, но удержание стика вниз заставляет дрон приземлиться на капот автомобиля. При этом остаток заряда батареи в момент посадки уже приблизился к нулевой отметке.
А мне остается озвучить статистику полета, из которой следует, что за почти 15 минут дрон преодолел расстояние 6 километров 200 метров, а максимальная дистанция полета до разворота составила 3060 метров. Для Нео это отличный результат. На этом тест окончен. Всего вам доброго и до новых встреч.